А где третий выпуск? Так вот же он, приятного просмотра. Итак, в предыдущей серии при помощи нескольких упаковок пеноплекса, ЧПУ станка и 1,5 Андрея недели был сделан кузов Bugatti, вернее та часть кузова, которая нам нужна для проекта. А это значит, что в этой серии нам надо сделать ответную матрицу, при помощи которой мы изготовим все кузовные элементы. Надо было настоящую Bugatti купить и распилить ее. Да, многие скажут, что для единичных экземпляров это долго и дорого. Полностью с вами соглашусь, но поверьте, это проще и дешевле, нежели купить донор Bugatti. Первым делом мы определились с местами, где будет соединяться и рассоединяться матрица между собой. Там мы и делаем бортик, то есть вся конструкция будет состоять из множества жестких элементов, которые будут собираться в одну большую цельную матрицу при помощи болтов. Этот борт и будет таким местом соединения. Делается он из пластика, кусочек за кусочком подгоняя по форме кузова и прихватывая на термоклей. По центру крыши у Bugatti идет вот такой ракес. Его будет очень сложно вписать в матрицу, намного проще сделать его отдельно, поэтому на данном этапе удаляем его. И уже после делаем отбортовку. Тут уже наглядно понятно, как это работает и на какие элементы мы разделили кузов, для того чтобы в дальнейшем без проблем достать стеклопластиковую деталь из матрицы. Первым слоем наносится разделительный состав, подкрашенный синим цветом, для того чтобы было четко видно, где и сколько его нанесено. Это разделитель на основе ПВА. Он считается одноразовым, в отличие от воска, но в нашем случае подходит лучше, поскольку мы не планируем делать конвейерное производство кузовов для Bugatti, а по времени с этим составом выходит значительно быстрее, чем наносить воск, несколько слоев, располировать его и так далее. В общем, для единичного экземпляра проще использовать вот такой одноразовый разделитель. В итоге мы нанесли разделитель на элементы, которые не соседствуют друг с другом, и это не случайно. Немного позже вы поймете, для чего так делается. А после соседние элементы уклеиваем пленкой, для того чтобы не наляпать на них составы, которые будем наносить на уже синие зоны. Следующим слоем на разделитель наносится гель-коут. В белый состав добавляем немного такого же, но черного. Затем активатор и имеем серый гель-коут, который наносится равномерно кисточкой. А серым он делается для того, чтобы четко было видно, где и сколько его нанесено. А также разница двух цветов позволяет видеть, насколько хорошо и равномерно перемешан весь состав. А это очень важно, и вымешивать его надо хорошенько. По сути, это первый слой, который и будет лицевым после окончания работы, а разделитель удалится тоненькой пленкой. Только в России, делая Bugatti, переживает о цене пеноплекса.
Куда такой красивый? Откуда это? Рабочий день закончен, и я отправляюсь хулиганить, как персонаж фильма «Джентльмены». Так где ты это нашел? Вчера этого костюма еще не было. Сайт «Все майки». Здесь огромный выбор одежды от футболок до курток с принтами по любой тематике. Кино, игры, аниме, сериалы, мемы. А еще здесь аксессуары для любого случая. Я нашел кайфовый костюм, очень в нем удобно. Ну и принт с отсылкой к любимому фильму. Я просто не устоял, оформил заказ и привезли к нам, в Беларусь. Доставить вообще могут куда угодно. А еще у меня теперь есть футболка с супер принтом, который во всех спорных ситуациях сможет говорить за меня. Алло, ты где? Алло, эй, ты где? Алло, ты где? Я еще не рассказал тебе, что в удобном конструкторе ты сможешь создавать свою интересную и авторскую одежду. А еще у меня есть промокод на скидку. Где он? Ссылка и промокод на скидку в 15% в описании. Он суммируется со всеми акциями на сайте. Следующим этапом можно ложить стекломат, пропитанный полиэфирной смолой. Делается это в тот момент, когда гель-коат уже схватился. Он не продавливается ногтем, но еще липкий, примерно как скотч. Именно тогда и надо наносить полиэфирную смолу, чтобы все слои хорошенько соединились и держались между собой. Тут примерно такая же история. Полиэфирка — это двухкомпонентный состав, поэтому хорошенько перемешиваем А плюс Б и наносим первый слой при помощи валика. Затем слой за слоем мы укладываем в стекломат. В дело шел материал с плотностью 150, 300, 450 и 600. Эти цифры говорят о граммах на метр квадратный. Но 150 стекломат мы использовали только в самых сложных деликатных местах, где толстый материал сложно равномерно распределить. Так что в основном работа начиналась с 300 плотности. А дальше все понятно наглядно. Слой стекла, смола и валик. Но сразу же накидывать пару слоев нельзя. По технологии следующий слой можно ложить на следующий день, поскольку полиэфирка сильно нагревается при полимеризации. И если налить толстый слой, то при нагреве этот состав будет деформироваться, а также может легко деформировать основу, на которую мы ее и наносили. Ну и конечно, при высыхании смола дает усадку. При послойном нанесении это не критично и незаметно, поэтому так и делаем, слой за слоем, день за днем. И в итоге почти 2 Андрея недели ушло на эту работу. Каждый слой хорошенько пропитывается смолой и прокатывается валиком. В финале вот таким металлическим валиком с иглами, для того чтобы выгнать весь воздух, который остается под стекломатом. Перед тем, как наносить очередной слой, по всей площади пробегаемся грубой наждачкой, для того, чтобы убрать очевидные неровности и такие иголочки от стекломата. В итоге, для того, чтобы создать более-менее жесткую форму матрицы, мы положили 2 слоя 300 мата, 3 слоя 450 и 2 слоя 600. На все ушло 60 кг полиэфирки и 4 кг гель-коата. Ну и много-много Андрея дней. Ты сначала буханку доделай. Андрей, это тебя! Ты сначала буханку доделай. Ща, Валеру позову. Ты сначала буханку доделай. Не, я такими делами не заведую, это не ко мне, до свидания. Как я и говорил, параллельно делается 2 проекта, по ряду причин. Об этом я подробно объяснил в предыдущей серии. И кстати, уже завтра выйдет серия с буханкой. Ну а если вы смотрите этот выпуск не в день публикации, значит видео с буханкой уже на канале. Приятного просмотра. Можно и тут 2 слова использовать в Волгате Ворон. Да, я согласен, о таком названии я не думал. Действительно хорошая идея. Осталось определиться, Волгати Ворон или Волгати Буйвол. Пишите ваше мнение в комментах.
Пока Андрей занимался матрицей, работа над машиной не стояла. Как вы помните, мы твердо решили, что нам надо перенести передние колеса, для того, чтобы получить результат максимально близкий к концепту на картинке. Напомню, что было много предложений просто перенести арку, но это не вариант. Вот наглядный пример, как это выглядит, когда просто переносят арку. Поэтому наши знакомые с UZ Service помогли нам с этим вопросом. Как вы понимаете, перенести колеса на 14 сантиметров на переднеприводном авто, да так, чтобы он потом ехал ровно, это непростая задача. Но ребята делают это не в первый раз, на их счету много крутых проектов, в том числе дрифт-карчей, которые они переделывали и посерьезнее. И все в итоге отлично едет и рулится. И в нашем случае все вышло именно так. Сперва были перенесены стаканы, но затем шаг за шагом. Двигатель с подвеской сдвинулись вперед на 14 сантиметров. Ребята здорово помогли нам силовой частью, а все остальное ложится на нас. Нам надо будет провести проводку, продумать, как и куда засунуть радиатор, но об этом немного позже. Главное, что колеса стоят на нужном месте, машина рулится и едет прямо. Правда, пока что на эвакуаторе. Как вы помните, еще в первой серии мы полностью установили морду от Волги, но в итоге выяснилось, что мы немного промахнулись с горизонтом, и тут все видно наглядно. Если провести ровную линию, то становится видно, что горизонт кузова в конце уходит слишком низко. Это неправильно, и в итоге картинка не сложится, так что надо все переделать. Тут вы, наверное, спросите, ну как так? Надо было заранее все продумать. Да, по-хорошему такой проект надо строить, отталкиваясь от точной 3D модели, но у нас такой нет. Это наш первый опыт. Конечно, в следующих проектах все будет совсем по-другому. Но всегда надо с чего-то начинать. Мы не делаем мастер-класс, как надо делать. Мы просто рассказываем свою историю. Со всеми косяками, ошибками и переделками. Я уверен на 100%, что в итоге с такой командой у нас все получится, как и задумывалось. Но, скорее всего, придется пару раз все переделать. Этим, кстати, и заняты ребята. Сперва при помощи лазерного уровня выводим правильный горизонт кузова. И тут опять наглядно видно, насколько мы были неправы. Хорошо, что это измеряется в сантиметрах. По-хорошему, кант крыла должен соответствовать этой линии. Затем можно демонтажить все то, что Валера монтажил всю первую серию. В итоге край крыла нам надо поднять на сантиметров 5. Соответственно, те опоры, которые делались, уже не подходят. Так же, как и крепление капота, да и всех остальных деталей по цепочке. Переделку мы начали с капота. В первую очередь сделали новые крепкие площадки под петли. Затем накинули капот и по лазерному уровню выставили его правильно относительно кузова. К капоту уже были прикручены петли, поэтому сразу их прихватываем. Проверяем, все окей, капот открывается. Значит, двигаемся дальше. Когда у нас есть правильно выставленный капот, с двух сторон прикидываем крылья. По сути, они тоже должны стать симметрично и на свои места. Крепятся они точно по такому же принципу, как раньше, просто немного в другом месте. Поскольку капот тоже стал выше, то и планку с замком, на которую он ложится, также надо поднять. Сперва металлический профиль, а уже на профиль площадку с замком. Но дальше можно собирать все остальные элементы, попутно придумывая десятки различных закладных, уголков и креплений. Итак, на этот раз мы уверены, что морда стоит правильно, а также у нас есть колеса. Об этом мы подробно рассказали в предыдущей серии. А это значит, что теперь можно смело заниматься аркой. Вывешиваем машину, накидываем колесо и имеем уже точную информацию, как и где должна располагаться арка. С запасом вырезаем проем, зачищаем его, и тут, кстати, еще одна несостыковочка. Дело в том, что колеса вынесены на 5 сантиметров при помощи проставки. Но мы все немного переиграли и решили сделать форму арки как в оригинале. Нам кажется, что так будет симпатичнее и правильнее. А вынос колеса планировался, отталкиваясь от более правильной геометрической формы, как на картинке проекта. Поэтому мы заказали новые проставки не 5, а 3 сантиметровые, но пока стоят старые. И в итоге после подгонки все выглядит вот так. Очень интересно ваше мнение по поводу формы арки. Поскольку мы долго спорили, я, конечно, всех внимательно выслушал и решил сделать по-своему. Но проблема в том, что я не умею толком варить. Не искра слепит пацанов.
а пацаны искру. Итак, возвращаемся к матрице. Для чего же мы приклеивали пленку и зонировали участки? Как вы помните, в местах соединения у нас стояли пластиковые бортики. С одной из сторон мы уже накатали на них стекломат, и сейчас самое время убрать пластик. В итоге вместо хлюпкого пластикового бортика мы имеем жесткий борт, который является одним целым с основным элементом. Теперь осталось только накатать стекломат и с этой стороны, и у нас получится правильный конструктор. Но и тут не обошлось без сюрпризов. В некоторых местах каким-то чудом смола нашла место для побега и слегка убежала. В предыдущем видео я показывал, что становится с пеноплексом, если на него попадают такие составы. Вот эти кадры. Благо, в нашем случае масштабы поменьше, и не составит большого труда все поправить. Отковыриваем верхний слой гель-коута, подчищаем и зашпатлевываем места, где смола разъела заготовку. Ну а дальше все было сделано по такой же схеме. Несколько дней мы накидывали стекломат, слой за слоем, и в итоге имеем готовую матрицу, которую осталось рассоединить и оценить результат. Первым делом болгаркой срезаем острый край. Следующим этапом по периметру насверливаем отверстия. В дальнейшем при сборке сюда вставятся болты, и можно будет надежно стянуть все части матрицы между собой. Ну и наконец можно разбирать конструктор. Как вы поняли, бортик был смазан разделительным составом, и теперь он имеет четкую границу, которая идеально прилегает друг к другу, поскольку к первому борту второй наносился в жидком состоянии и отлично принял форму. В принципе, вы это и видите на экране. А вы не боитесь, что пеноплекс может от нагрузки проломиться? В итоге сохранить пеноплексовую болванку не получилось. Хотя, говоря по правде, никто особо и не старался, поскольку уже после ее склейки мы поняли, что из этого помещения ее не получится вынести. Тут всего две обыкновенные межкомнатные двери. Ну а если сложить пеноплексовый кузов в мусорные мешки, то он отлично проходит в дверной проем. Как вы видите, конструкция была большая, сложная и жесткая, поэтому, недолго думая, разбираем ее всеми доступными методами. В итоге матрица готова. С ней все окей, и мы уже плотно занимаемся изготовлением кузова. В следующей серии планируем накинуть его на донора. И для того, чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, а также пишите комменты и делитесь этим видео. Это здорово поможет в продвижении ролика. Спасибо за просмотр и добра от топора.